Здравствуйте! Мы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, в самом сердце Северной Пальмиры. Сегодня мы идем в Эрмитаж и посмотрим парадные залы и ту часть художественной коллекции, которая начала формироваться при императрице Екатерине II. Первое собрание произведений искусства хранилось в специальном дворцовом флигеле Зимнего дворца, который и назывался Эрмитаж. Многие годы Государственный Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых художественных музеев мира. Это второй по величине в мире музей после Лувра. Петровский или Малый тронный зал создан в 1833 году и посвящен памяти Петра I. Для обивки стен использовался пунцовый бархат, по которому были пробиты бронзовые вызолоченные орлы числом 900. Серебряный с позолотой трон был выполнен в Петербурге в конце XVIII века. За троном находится картина «Царь Петр I» с богиней мудрости Минервой. Во время Первой мировой войны 1915-17 годов Малый тронный зал Императорского Зимнего дворца, как и несколько других смежных залов, занимал военный госпиталь Красного Креста. Здесь около 25 сестер милосердия обслуживали около 1000 самых тяжелых больных русских солдат. Гербовый зал – одно из самых больших парадных помещений Зимнего дворца площадью 1000 квадратных метров. Во времена царствования Екатерины II зал носил название «Белая галерея». Здесь проходили пышные балы. Кардинально изменился интерьер и предназначенные галереи при императоре Павле I. Он переименовал ее в траурную залу и распорядился проводить в ней погребальные церемонии над усопшей императрицей Екатериной II. И лишь при Николае I в 1830 году гербовый зал приобрел свое современное название и назначение. Зал посвящен героям Отечественной войны 1812 года. Он создан по приказу императора Александра I. Здесь представлены 332 портрета российских генералов. В эти широкие шинели. Георгиевский или Большой тронный зал освящен в день святого Георгия Победоносца, откуда и получил свое название. Это главное место во дворце. Здесь проходили все официальные приемы, принимались воистину судьбоносные решения. Зал претерпел несколько изменений, самое радикальное из которых было связано с большим пожаром в Зимнем дворце 1837 года. Огонь не могли потушить 3 дня, и зарево было видно за 70 километров от дворца. После реставрации Георгиевский зал был отделан каррарским мрамором и приобрел современный вид. Кессонный потолок зала декорирован композициями из выбивной позолоченной меди. По распоряжению Николая I рисунок паркета повторил разбивку и орнамент потолка. Уникальный паркет зала содержит набранный из 16 пород рисунок, который ярко выделяется на фоне красного дерева. Невероятная по загадочности и красоте небольшая, круглая мозаика пола павильонного зала Эрмитажа имеет название «Атриколи». Это копия античной мозаики, созданная русскими мастерами в середине XIX века. Мы находимся в старом здании Эрмитажа.
Давайте окунемся в эпоху итальянского возрождения. Перед нами икона XIV века кисти Паоло ди Джованни Феи, Мадонна с младенцем и двумя ангелами. Эпоха Возрождения дала нам большое число великих мастеров, некоторые работы которых представлены во втором по величине музее мира Эрмитаже. На этот сюжет когда-то написал картину великий Леонардо да Винчи, но она, к сожалению, не дошла до нас. Сегодня Леда, так называется картина, известна в копиях учеников Леонардо. Перед нами картина Джованни Антонио Бацци XV века. В 1945 году она была вывезена в числе трофейных произведений из Германии. Музеи, где хранятся картины Леонардо да Винчи, можно пересчитать на пальцах одной руки. В их число входит и наш Эрмитаж. Здесь выставлены две работы великого художника эпохи Возрождения. Это картина 26-летнего Леонардо «Мадонна Бенуа», которая имела первоначальное название «Мадонна с цветком», и еще одна картина «Мадонна Лита», первоначальное название «Мадонна, кормящая младенца». Эта картина была украдена академиком Арбелли в 1928 году и тем самым спасена от продажи за границу, куда по разнарядке Совнаркома уехали полотна таких мастеров, как Рафаэль, Тициан, Боттичелли, Перуджино, Рембрандт и прочие. Позднее Арбелли вернул картину, которой мы теперь можем любоваться в Эрмитаже. Все мы знаем знаменитую картину «Монна Лиза» или «Джоконда» Леонардо да Винчи. В Лувре перед ней всегда толпы туристов из разных стран. В Эрмитаже представлена обнаженная Мона Лиза школы Леонардо да Винчи под названием «Донна Нуда». Картину великого итальянца эпохи Возрождения Рафаэля «Мадонну с младенцем» раньше именовали также «Мадонна с книгой». Картина 1504 года принадлежит к лучшим юношеским работам Рафаэля, начинавшего свой творческий путь с произведений небольшого формата. Картина сохранила первоначальную раму начала XVI века. Во время эрмитажных распродаж советского времени ее вывезли в Европу, однако, по счастью, покупателя она не нашла. Хотя другие картины Рафаэля «Мадонна Альба» и «Святой Георгий» были куплены американским магнатом в 1931 году за $1 миллион. Вторая картина Рафаэля в Эрмитаже «Мадонна с безбородым Иосифом». Картина была приобретена в 1772 году по поручению российской императрицы Екатерины II и относится к позднему творчеству Рафаэля.
Картина 1635 года итальянского живописца Гвидо Рени «Раскаяние святого Петра». «Юноша с лютней» – одна из ранних картин Караваджо, 1595 год. Сам художник считал лютниста наиболее удавшимся ему произведением. Картина существует в 3 версиях – в Эрмитаже, в Нью-Йорке в Метрополитен-музее и Англии. Первый биограф Караваджо утверждал, что на полотне изображена девушка. Картину для Эрмитажа приобрел император Александр I. Картина последователя Караваджо Леонелло Спада «Мученичество апостола Петра», 1653 год. Перед нами портрет графа Герцога де Оливареса, картина испанского художника Диего Веласкеса, законченная в 1635 году. Великому голландскому художнику середины XVII века Рембрандту в Эрмитаже отведен целый зал. Русская коллекция начала формироваться еще Петром I, который купил в Голландии в 1716 году первую картину Рембрандта. Потом картины приобретались императрицей Екатериной II и императором Александром I. Однако в 30-е годы советской власти было продано 18 полотен Рембрандта, которые уехали в музеи Вашингтона, Лиссабона, Парижа и Амстердама. «Даная» – так называется эта картина Рембрандта, написанная по мотивам древнегреческого мифа о дочери царя Данае, матери героя Персея. Изображение молодой женщины, возлежащей на роскошном ложе, далеко от канонов античной красоты и от гармонии ренессансных образцов. Картина писалась Рембрандтом 12 лет, и в Данае воплотились черты 2 любимых женщин художника. В 1985 году картина пострадала от действий вандала и вернулась в экспозицию музея после реставрации только в 1997 году. «Флора» – еще одна картина с ликом первой жены Рембрандта в образе древнеримской богини цветов, весны и полевых плодов Флоры. Картина написана в год свадьбы художника. В венок Флоры вплетен великолепный пестрый тюльпан разновидности, который впоследствии получила название рембрандтовского тюльпана.
Перед нами портрет ученого. Он изображен за рабочим столом с пером в руке, в момент работы над рукописью. Ученый не позирует. Повернув голову, на мгновение отвлекся от своих занятий и рассеянно смотрит в сторону зрителя. Падающий на лицо мягкий свет подчеркнут белизной кружевного воротника в форме мельничного жернова. Замерла рука с серебряным карандашом, другая поддерживает объемистый фолиант. В знаменитой комедии Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» Юрий Никулин и Евгений Евстигнеев похищают именно эту картину Рембрандта – портрет молодого человека с кружевным воротником. Картина «Снятие с креста» попала в Россию из собрания первой жены Наполеона Бонапарта, императрицы Жозефины де Багарне. Это одна из самых любимых работ самого Рембрандта, о чем свидетельствует тот факт, что ученый не расставался с картиной и не продавал ее, и она находилась в его доме вплоть до 1656 года. Тогда имущество признанного банкрота Рембрандта было продано за долги. Более 20 лет картина «Снятие с креста» висела в доме художника, и он смотрел на нее едва ли не ежедневно. Созданное не по заказу, а по внутреннему убеждению, полотно Рембрандта отразило все его многолетние и напряженные раздумья над евангельским текстом. Сложив руки на коленях, в кресле спокойно сидит старый человек, облаченный в свободные красно-коричневые одежды. На его голове маленькая темная шапочка кипа, выдающая в нем приверженца иудейской веры. Фигура старика выступает из мягкой полутьмы, как из прошлого. Животворным, рембрандтовским светом выделено его мудрое лицо и натруженные кисти рук. Последние годы жизни Рембрандт проводит в еврейском квартале Амстердама. На портретах этого периода часто можно увидеть представителей общины. Среди заказчиков богатые евреи, также часто художник приглашал соседей в качестве натурщиков. Портрет старика-еврея типичный для последнего периода творчества Рембрандта. Мудрость и пережитые за долгую жизнь горести отражаются на лице погруженного в свои мысли старика. Настроение и внутренние переживания героя созвучны художнику, который к тому времени потерял вторую жену и был на пороге банкротства.